Еще раз добрый день или доброе утро у кого-то еще. Ну вот мы сегодня продолжим тему конструктора тела, и ее будем рассматривать как бы в совокупности. То есть все как бы вот части, которые у нас есть, до этого были, мы попробуем объединить в один комплекс и показать, что вот заключительная как бы фаза ментальное конструирование, она должна опираться на определенные ступеньки, которые до этого мы могли бы освоить и применять для своих целей. Причем фаза ментального конструирования касается, конечно, не только конструктора тела, а касается как бы более общих вопросов. Ну вот мы давайте вернемся к тому, с чего мы начинали, с такого изделия, которое у нас называется чаша радости. Мы говорили про вещественные компоненты, связанные с нашим телом. И с нашим телом, естественно, связана такая компонента, которая вроде бы не слишком материальная, но она, тем не менее, существует. Это световое тело наше. То есть у нас есть световое тело, и в зависимости от того, как оно работает, на самом деле так мы существуем, так мы живем в этом мире. То есть мы проявляем связи световые с этим миром через наше световое тело. Через него идет очень большие объемы информации, и, соответственно, чем лучше оно работает, чем ярче мы светимся, тем лучше мы в состоянии с этим миром обеспечить взаимодействие. И, соответственно, со своим собственным телом, потому что каждая клеточка, она у нас светится. Каждый орган тоже светится. И, соответственно, вот эти света, они позволяют внутри организма тоже налаживать световые связи. Поэтому вот возможности энергетики внутри организма, они определяются у нас такими вот маленькими клеточками внутри клеточек, которые называются митохондрии. Они являются электростанциями в нашем организме, и в клетках их там может быть до нескольких сот и тысяч в различных клетках этих митохондрий. Они это энергетически обеспечивают нас. Соответственно, они перерабатывают в эту энергию то вещество, которое мы в себя впускаем. И тогда у нас чаша радости, она помогает нам очищать вот эти вещественные компоненты от каких-то структурных загрязнений, с тем, чтобы то вещество, вещественные потоки, которые мы организуем внутри себя, они нам не мешали нормальному существованию. Значит, поэтому первая часть, которая должна обеспечивать нам нормальное взаимодействие с миром и с телом, это биосвет, о котором мы столько все время говорим. Так вот, биосвет — это вот основа, то, что мы дальше будем говорить, ментальное конструирование. Если у нас биосвета не хватает, то, соответственно, обеспечить нормальные связи мы не можем. Но биосвет, он же нужен нам не только для того, чтобы самим светиться, нам же, чтобы и мы могли этот свет в себя впускать, то есть в нас он должен входить. Если он у нас будет входить нормально, ну, значит, вот эта связь тогда она будет двусторонняя. То есть не только мы вокруг подсвечиваем этот мир, но мы получаем свет из окружающего мира, соответственно, нам этот свет нужен для того, чтобы вносить коррективы, характеристики нашего свечения, характеристики наших взаимодействий. Поэтому чем определяются возможности нашего взаимодействия, вот как бы на прием информации? Но это качество нашего жидкого кристалла. То есть у нас есть внутри жидкий кристалл, который состоит из воды в основном, да, то есть и мы как жидкий кристалл можем вот эту вот световую информацию воспринимать, в себя впускать. И тогда этот свет, который в нас входит, он оставляет нам след в этом жидком кристалле, да, то есть он нас как-то меняет, оставляет память. И, соответственно, у нас есть возможность в этом мире что-то. Теперь, значит, вопрос по поводу жидкого кристалла, да, то есть жидкий кристалл, мы говорим, у нас есть такое изделие, которое называется светлица супер. Она нам помогает, наш жидкий кристалл, делать более чистым. Она как раз вот для восстановления структуры жидкого кристалла и предназначена. И она обеспечивает нам возможность вот этих вот убирания искажений в нашем собственном жидком кристалле, которые мы где-то вот накапливаем, несмотря на то, что иногда этого и не замечаем. Где-то набираем этих искажений. Но вот надо их периодически вычищать. Но
Кроме того, что мы можем вычищать наш жидкий кристалл с помощью светлицы супер, у нас есть как бы три части нашего организма, да, то есть это тело, душа и разум. И если мы убираем какие-то искажения на вещественном плане, то они могут ну, как бы временно уходить. Почему? Потому что они, искажения, набраны уже на другом уровне, например, на уровне души. То есть мы в этом мире какие-то эмоции в эти отношения вкладываем и можем вести себя не совсем естественно в этих отношениях. То есть в чем неестественность? Ну, если раньше, когда бы мы на уровне инстинктов жили, как живут животные, могли в этом убежать, спрятаться, а тут не убежишь, не спрячешься из этих отношений. Так приходится и взаимодействовать. Ну, это как бы самый простой вариант. Но дело в том, что вот неправильные отношения, они накладывают на человека, на его душу отпечатки, и, соответственно, это вносит свой отпечаток и на тело. И вот мы говорили, что у нас есть такое изделие, называется золотая маска, которая помогает нам отстраивать вот эти вот связи между телом, душой и разумом и убирать искажения в душе. Ну, то есть душа как сетевой объект может нести что-то даже на самом деле не с того, что она здесь набрала, а гораздо раньше еще, в каких-то других, может быть, как говорят, реинкарнациях и других воплощениях. И это все накладывает отпечаток. Вот золотая маска помогает вот эти связи отладить и убрать. Сейчас очень много внимания уделяется такому направлению психосоматика. И это хорошо, потому что то, что происходит с нашей психикой, оно отражается в нашем теле. Мы накапливаем вот эти вот искажения, и они потом проявляются в каких-то болезнях или в каких-то, опять же, неправильных связях, которые мы сами устанавливаем. Ну, вот те изделия, которые я назвал, это изделия, которые помогают нам ну, на уровне самопомощи как бы себе оказывать, да, то есть отстраивать сами себя. Ну и мы, соответственно, здесь проводили различные практики, связанные с тем, что мы можем обеспечивать связи другого уровня друг с другом, да, то есть когда тело, душа и разум друг друга обучают, и мы не можем не только сами себя, но и другими людьми, и мы создаем новое качество в теле, душе и разуме, да, то есть создавая там тело, души, разум души и другие. То есть когда душа становится, допустим, разумной, и тело становится разумным, и, соответственно, разум становится душевным, тело становится душевным и так далее. То есть это разные ипостаси. Сейчас мы эту матрицу выведем, посмотрим на нее еще разочек, потому что нам она может еще пригодиться. Потому что мы сегодня поработаем с таким изделием, которое называется ментал. Да? То есть, потому что мы говорим о ментальном конструировании сегодня и начнем отрабатывать еще связи, связанные вот с этой частью. А ментальное конструирование – это тело разума. Ну, давайте посмотрим, значит, на эту матрицу. С чем мы работали до этого? Да? То есть мы работали вот с душой тела, с разумом тела. И в прошлый раз работали с таким телесным компонентом, который это называется биолазер. Потому что биолазер – это возможность накапливать энергию, энергетику во взаимодействиях. И здесь опять нам помогает светлица супер с этим биолазерным взаимодействием, создавая условия в жидком кристалле таковы, чтобы энергия, которая к нам приходит, которую мы могли бы ее накапливать, а потом излучать уже в нужном направлении, чтобы наша душа приобретала телесность, да, то есть обладательность, чтобы то, что происходит в нашей душе, могло отражаться в окружающем мире. Если нам что-то не нравится, мы смотрим на это, и постепенно то, что нам не нравится, становится тем, что нам нравится. Да? То есть, ну, вот, например, мы тут с Галей как-то по Вильнюсу ходили и смотрим, вот детские площадки, которые там сделаны, они все сделаны так, что покрытие, на котором дети играют, это просто щебенка такая. Причем пыльная такая, грязная. Дети, соответственно, там пачкаются. И это неправильно. Потому что мы посмотрели в Москве, например, там тартаном покрывают детские площадки. Соответственно, мягкое покрытие. Очень хорошо. И вот буквально тут месяц назад
возле как раз нашего дома здесь в Вильнюсе стали делать новую детскую площадку. И вот тут-то ее уже покрыли тартаном. Мы поняли, что вот то, что нам не нравилось, оно постепенно вот преобразовалось, и теперь делают уже такие площадки, которые действительно детям будут доставлять гораздо больше удовольствия. Вот. Но у нас вот есть, мы говорим, компонент, связанный с ментальным конструированием. Это тело разума. То есть, как бы у тела получается три ипостаси. Просто тело, да, то есть то, которое у нас есть, тело души и тело разума. Это когда разум тоже приобретает телесность или обладательность. Вот это как раз свойство ментального конструирования. Потому что эта реальность, она сделана чем? Как говорят, сделана духотворенной мыслью Творца. То есть мысль Творца все это создала. И у человека, как сделанного по образу и подобию, тоже есть такое качество. Но только оно требует развития. То есть его надо настраивать, его надо обеспечивать энергетически, обеспечивать его экспертно, да, то есть развивать свою душу, тело. И много как бы других еще компонент есть, которые позволяют нам делать наш разум более эффективным в преобразованиях вот этой реальности. Но мы будем говорить о преобразовании собственного тела, да, то есть и поэтому мы давайте посмотрим вот эту вот карточку, которая называется у нас ментал. Мы сейчас ее выведем опять на экран, ну, чтобы было видно, да, то есть у нас есть вот такое устройство. Называется ментал. Что делает эта карта? Ну вот давайте посмотрим, что же она делает. Увеличивает концентрацию внимания, улучшает мозговое кровообращение, улучшает обработку информации, ускоряет. Вот. Ну, одно из вещей, которое делает этот устройство, это такой, так называемый ноотропный эффект. Что такое ноотропный эффект? Это усиление работы мозга как такой органа, как такового. То есть есть такие вещества, ноотропы, которые применяют для того, чтобы мозг лучше работал. Особенно это их чаще всего применяют для пожилых людей, потому что с возрастом мозг начинает, говорят, не так хорошо работать, поэтому его надо вот подпитывать такими веществами. Вот карточка ментал позволяет это делать не медикаментозными средствами, то есть усиливая работу мозга с тем, чтобы наша реакция на этот мир была более адекватна. Но здесь еще вот есть другие свойства, да, у этой карточки. То есть интеграция сознания со своими разными слоями, осознанное конструирование и выход из ментальных тупиков. Ну, это мы как бы сейчас в деталях не будем вдаваться. Те, кому интересно, могут почитать описание, на которое у нас есть на сайте svetlitsastor.ru и ознакомиться с ним более детально. Как ее использовать, эту карту? Ну, как обычно мы говорим, можно ее носить где-нибудь с собой. Можно использовать ее совместно с повязкой Эврика. У нас есть такая повязка от Эврика, да, то есть которая надевается на голову и которая позволяет тоже делать прокачку нашей головы, повышая мерность восприятия. То есть она специально создавалась как бы как структура, которая вот здесь у нас есть на лбу, которая позволяет нам в нашей голове создавать условия для более эффективного взаимодействия с миром, потому что мы можем объединять уже объемные конструкции в единую часть и получать как бы некий образ, который выходит даже за пределы трехмерного восприятия. Ну и тогда нам становится понятным что-то, что, допустим, лежало раньше за пределами нашего восприятия, а теперь вдруг мы стали с этим взаимодействовать и поняли. Но есть такое разные режимы видения, о которых мы когда-то говорили. Видение без глаз, там, рентгеновское, там, и так далее. Вот. И одно из режимов есть, называется зрение знания. Когда мы не видим образа, но мы понимаем нечто, лежащее за пределами нашего визуального восприятия, что такое есть, и оно нам позволяет, это зрение знаний, получать знания, которые для нас открывают какие-то новые возможности. Вот. Поэтому карточку ментал можно вот ее вот так вот в коврике приложить и, допустим, повзаимодействовать таким путем, как бы непосредственно на голове.
усилить это взаимодействие, тогда у нас есть шанс, что мы можем начать вот наши связи, которые у нас есть в голове, активировать. Потому что нейроны в нашем головном мозге, они образуют тоже сети. Вот исследователи, которые изучали вот эти связи, обнаружили, что, оказывается, нейроны создают не просто сети, да, сети, а многомерные сети. И в ряде случаев там они насчитали, что до 11 измерений такая сеть может устанавливать. То есть это не выход как бы за пределы измерений, которые у нас тут есть, да, в нашей реальности, а это как бы параметрические сети. Но тем не менее, когда мы создаем вот такие, в голове у нас возникают многомерные сети, то у нас появляется возможность обрабатывать информацию, которая ну, как бы даже не визуализируется, то есть ее невозможно представить в виде какого-то образа. Ну, вот мы же не можем представить какую-нибудь там 4, 5, 6-мерную картинку. То есть все, что у нас может быть, это некое сечение, вот трехмерное сечение вот этой вот картинки. И поэтому, когда мы можем взаимодействовать, допустим, ментально с другими людьми и создавать вот световые связи между ними, то их нейронная сеть и наша нейронная сеть могут объединяться через световые связи, и может происходить так называемый обмен качествами. То есть человек, он по жизни набирает какие-то качества, он является носителем, другой человек других каких-то качеств. Возможно, эти качества в чем-то у нас пересекаются, и мы этими качествами через световые связи при эксперт-операторных взаимодействиях можем обмениваться. Для чего это нужно? Ну, потому что бывает задача, которую надо решать, и нужен некий набор качеств для решения этих задач, которого у одного человека просто нет. И что тогда делать? Как быть? То есть получается, что задача тупиковая, невозможно ее решить. Кажется, нет. Есть возможность так решить эту задачу, если организовать взаимодействие и обмен качествами на уровне вот, ментальных сетевых связей. Дело в том, что у нас такое качество, как бы, вот оно у каждого есть. Но в силу того, что мы его не развиваем, ну, для большинства как бы людей этого качества вообще не существует. Но, тем не менее, в языке вот как бы отражено, что говорят, вот мысль пришла в голову. Откуда она пришла, эта мысль? Где она взялась? Так где она до этого была? Кто ее родил, эту мысль? И как она, по каким каналам она поступила в голову? Поэтому очень часто сложно отличить, это моя мысль, которая у меня в голове родилась, или это мысль вот как чья-то другая. Она вдруг вот пришла, и я этой мыслью теперь озадачился. Хотя она может быть и не моя. И мне, в общем-то, и не нужна. А может, наоборот. Эта мысль мне пришла в голову, потому что у меня есть такая задача. Теперь я имею возможность об этом подумать и начать эту задачу решать. Так вот, вопросы ментального конструирования, они как бы непросты в плане организации. Да? То есть, если мы говорим о нейронных сетях, которые у нас есть, например, в головном мозге, то вот у нас в мозгу, допустим, сеть определенного класса, определенной мерности. А у другого человека сеть другой мерности, другого класса. Если мы эти сети можем объединить на уровне ментальных взаимодействий, то у нас получится, что мы, как бы, мерность сразу резко нарастает. И вот эти качества, которые есть у разных людей, мы можем вот так вот через вот эти ментальные связи получать. Поэтому чем человек более открыт, чем более он готов воспринимать этот мир как можно больше, тем больше шансов, что к нему поступит нужная информация в нужный момент, и он эту возможность реализует. Но кроме этого, есть еще другой аспект, связанный с тем, что есть понятие времени. Да, то есть, и даже вот если мы можем подключить, допустим, множество компьютеров вместе, которые будут решать, да, то есть сейчас по этому принципу идет взаимодействие, ну, то есть наращиваются мощности там тех же смартфонов там и так далее. Одно ядро, 2, 3, 5, 10 ядер там уже. И как бы считается, что чем больше ядер, тем мощнее, больше производительность. Но бывает задача, которая невозможно распараллелить, да, потому что вы задачку, у нее есть начальные условия, есть конечные условия. Да, то есть если начальные условия вот этой задачи являются
конечными условиями для какой-то другой, то пока вы ту задачу не решили, предыдущую, да, то вот эту задачу вы уже не можете решать. Будете ждать, пока вот та задача будет решена. Соответственно, если у вас какая-то целый комплекс задач определенных, и ваша задача упирается в том, что нет информации о решении этой задачи, тогда мы ее и не можем решить в полной мере. Но у нас есть вот такая штука, о которой мы говорили, про матрицу развития. Давайте-ка мы ее опять выставим. Что мы здесь видим? Да? Мы видим, что у нас есть как бы вроде тело, душа, разум в разных сочетаниях. Но мы говорили, что это на самом деле еще модель оси времени. Тело — это прошлое, душа — это настоящее, и разум, он устремлен в будущее. Если мы имеем, допустим, компоненты как производная, допустим, душу тела, вот у нас она, душа тела, да, у нас есть, допустим, душа разума, мы получаем еще одну ось времени. Соответственно, у нас эта задача, которую мы можем решать, мы можем по оси другой запустить ее в прошлое и прорешать. Но у нас есть еще другие сочетания. Вот по телу, например, да, то есть у нас, видите, тело разума, тело души и просто тело. Это у нас еще ось, но только уже может быть свернутая вот в такой треугольничек. Да. И еще вот по разуму у нас есть такой треугольник. Разум, разум тела и разум души. То есть мы можем, соответственно, перемещаться во времени по разным направлениям. То есть у нас появляется производное времени, которые дают нам возможность распараллеливать вот эти вот ментальные задачи. То есть задача ментальная может быть направлена туда, не только вот в настоящее, да, то есть, а куда-то в прошлое, и мы можем вот это вот решение этой задачи получить в прошлом. Или взять задачу из будущего. Вот, например, мы говорим про тело. Какое нам тело нужно? Мы сейчас вот можем, исходя из тех условий, в которых мы живем, придумать, что у нас вот должно быть вот такое тело, с такими характеристиками. А в будущем оно нам таким нужно будет. Может быть, условия там будут другие. Да, то есть и мы уже с этим телом, которое у нас, которое мы хотим в настоящем, можем там и не выжить, потому что там нужны какие-то другие характеристики тела. Поэтому если мы ориентируемся только в задаче на сегодняшний день, на текущую, то можем эту задачку долго-долго решать, а когда ее решили, вдруг окажется, что она уже никому не нужна, потому что у нас эта задача не актуальна стала. За это время условия поменялись, и теперь нам надо уже решать совсем другую задачу. Поэтому, когда мы приступаем к ментальному конструированию, то желательно задачи ставить более общие, касающиеся каких-то выходящих за рамки временных ограничений. Кроме этого, смотрите, у нас есть еще и другие оси. Вот, например, вертикальная ось. Вот здесь вот разум тела, тело души, душа разума. Это же тоже разные компоненты временных взаимодействий. Да, то есть разум тела — это уже у нас будущее, да, то есть тело души — это вроде как прошлое, тело же у нас это в прошлом, но тело души — это уже это у нас связь между настоящим и прошлым. А вот душа разума — это у нас связь между настоящим и будущим, да, то есть и поэтому, соответственно, если у нас душа разума развита, то у нас появляется такой дар предвидения. То есть мы тогда можем предвидеть наши действия, к какому результату мы придем. Если у нас этого качества нет, то, соответственно, мы можем что-то сделать, и потом кусать локти и говорить: да вот я что-то не то сделал. Поэтому дар предвидения, он появляется, когда мы развиваем вот такую характеристику, как душа разума. Но есть и другие производные, да, то есть если мы начнем дальше взаимодействовать, душа разума, допустим, будет с разумом взаимодействовать, мы можем получить, например, разум души разума, как производную. Или тело разума будет с разумом взаимодействовать, мы получим разум тела разума. Да, то есть как бы появляется у нас еще дополнительное производное, опять же у нас более многомерное взаимодействие со временем. Появляется время, у нас как бы диапазон нашего существования не говорит здесь и сейчас, а мы начинаем раздвигать рамки своего существования. Мы начинаем уходить в прошлое и в будущее и становимся таким единым объектом с этим прошлым и будущим. Ну вот у нас Наташа Зайцева, она прописывала информацию на эту тему по нашим предыдущим взаимодействиям и показывает, что вот да, такие как условия, такие появляются возможности.
но опять они как бы как некие, ну, как бы зародыши, скажем так, этого качества, да, то есть которое можно дальше развить, если этим заниматься. Поэтому, когда мы говорим о карте ментал, то надо с ней взаимодействовать именно как с возможностью взаимодействовать со структурами времени. То есть тогда мы луч своего внимания направляем не просто вот на какую-то задачу, да, то есть, а мы ее как бы распараллеливаем и обращаемся вот к сети, к биосети. А ведь у нас эта биосеть проявлена, да, то есть через бионет, структуру, которую мы с вами все используем, а те, кто не использует, но имеют возможность к ней присоединиться, если захотят. Но кроме этого, у нас вот эта структура ментал сейчас, она у нас здесь взаимодействует, мы ее присоединили вот к каналу Zoom, и с ней сейчас все взаимодействуют, поэтому мы неким образом можем вот прочувствовать это взаимодействие. И мы сейчас попробуем дальше с ней пообщаться, с этой структурой. Но давайте сначала попробуем ответить на вопросы. Какие появились вопросы в связи с вот этой темой ментального конструирования? Сергей пишет, не хватает времени. Как быть? Ну, у нас время — это такой ресурс, которого всегда будет не хватать, потому что если мы на что-то его потратили, на что-то другое уже потратить невозможно. Поэтому давайте ставить более глобальные задачи, но тогда есть шанс, что мы сможем что-то успеть за нашу жизнь сделать интересненькое, то, что, может быть, нужно не только нам самим. Ну почему? Ну вот задача, допустим. Давайте такую задачу поставим, глобальную, ее попробуем вытащить из будущего. Да, то есть с какого будущего? Ну, в прошлом, говорят, человечество, оно жило где-то в Эдемском саду, в раю. Но потом каким-то образом оно оттуда вот то ли сгнали, то ли сами ушли, то ли еще что-то. Ну, что-то произошло, и теперь мы живем немножко в другом мире, да. Вот. И задача человечества, она такая, чтобы все-таки вот этот Эдемский сад на Земле опять сделать, с тем, чтобы человек жил в гармонии с природой, друг с другом, и не было конфликтов и так далее. Поэтому мы можем задачку вот оттуда, из будущего, давайте какую-нибудь возьмем. Что нам надо сделать с тем, чтобы вот это будущее, оно максимально эффективно и быстро и гарантированно все-таки наступило. Ну, может быть, мы сами, как говорят, не успеем. Как говорил Некрасов, жаль только жить в это время прекрасное, не доведется ни мне, ни тебе. А может быть и доведется, кто его знает, то есть как рассматривать. Потому что на самом деле мир прекрасен и удивителен. Ну так вот, если посмотреть просто вокруг, вот, что не возьму травинку, ну это же чудо, это же вообще удивительная такая конструкция, которую, ну, как она существует, как, ну, если даже на себя посмотреть, ну, как это может быть, чтобы вот внутри нас миллиарды клеток вот вместе существовали и не боролись друг с другом. То есть вот пример, да, то есть у нас он внутри, как надо жить и дружить. Вот. Поэтому вот мы эту задачку можем, например, взять для себя и ее попробовать, ну, как бы создать некую структуру, да, которая бы нам позволила вот эту задачу максимально эффективно для себя же начать и решать. Ну, как бы вот некую нейронную сеть формировать, которая бы нам помогла в решении наших собственных задач, но не просто как бы наши задачи сами по себе, а мир сам по себе, да, то есть, а как бы они, чтобы были вписаны в этот мир, и с тем, чтобы они нас вели вот в наших же собственных действиях туда, куда нам надо. Ну, куда надо именно нам самим. Ну, как бы в норме ментальное конструирование за счет визуализации. Не обязательно за счет визуализации может быть ментальное конструирование осуществляться, потому что мы говорим, что есть зрение знания, когда мы не можем визуализировать какой-то образ многомерный. Оно у нас просто, ну, у нас не хватит никакой фантазии представить этот образ. Но мы можем интуитивно ощутить, что нам надо сделать для того, чтобы вот проявить у нас вот эту структуру вот этого многомерного образа, то есть у нас появляется знание о наших действиях. Да, то есть о том, о чем мы говорим. Поэтому карточка ментала, она предназначена для этого, чтобы мы могли получать некое понимание в этом мире, да, у нас оно проявлялось, и мы могли понимать, что же нам надо делать, даже если мы не знаем, что нам делать.
То есть мы, на самом деле мы все время существуем в условиях дефицита информации, с одной стороны. С другой стороны, это избыток информации, потому что она свалится через все каналы: смартфоны, телефоны, компьютеры, телевизоры и так далее. Это избыток. Но там той информации, которая нам нужна, как бы вот не так много. И выделить ее оттуда сложно. Поэтому вот карта ментала, она позволяет как раз уменьшить вот этот информационный шум и начать выделять вот то главное, в котором нам жить и в котором нам... Но опять же, мы не можем ее вот сказать, что только карта ментала, нам больше ничего не надо. У нас вот все теперь в жизни замечательно будет складываться, потому что мы все сразу поймем. Но дело в том, что мы говорили, да, вот матрица развития, есть еще и другие качества, кроме качества ментального конструирования, которые должны быть тоже проявлены. Иначе наше ментальное конструирование, оно будет неполное. Да? То есть у нас не будет хватать или энергии, или не будет хватать тех качеств, которые нужны нам для того, чтобы проявить. Поэтому карта ментал, она нам настраивает на вот эти биосетевые связи, именно которые нужны для ментального конструирования, чтобы мы могли вот эти качества из мира с ними связываться. То есть они нам нужны когда? Только вот для решения какой-то там задачи. А вообще, ну, решили эту задачу, зачем? Ну и все, человек, есть другой человек, у которого есть это качество, ну и пусть он с ним этим качеством и живет. Не значит, что мы все качества должны у себя накопить. То есть важно, чтобы мы могли получить нужное качество в нужный момент. Ну, то есть, как бы вот задали вопрос, раз, пришло, отработали, вернули обратно. Да, то есть, как бы вот такой вот каршеринг, это когда машинку берешь только когда она нужна, а все остальное время ты ею не пользуешься. Кто-то пользуется другой. Ну, очень интересный вопрос про время. И вот так как вы затронули в «Матрице», когда сейчас разбирали, вот мы живем в определенном времени, да, в какой-то структуре времени. Угу. Она нас определенная. Вот, то есть, чтобы расширить зону своей влиятельности и вообще событийности, надо переходить жизни в разных временах одновременно, ну, как бы вот в разных осях времени, что ли. Вот вы сейчас говорили про оси времени. Я правильно поняла? То есть развивая и объединяя какие-то вот характеристики наши, вот эти вот по осям матрицы развития, мы концентрируемся на этих осях времени или как? Я немного не поняла. Можно вот еще поподробнее вот про эту структуру времени? Как можно вот действительно время получить или добавочное, или какое-то другое качественное, чтобы жизнь была более многомерной, многоплановой, и это связано же, наверное, да? Ну, конечно, связано. Мы так или иначе все равно живем параллельно, как бы в разных временах. То есть это у нас, ну, как бы мы, как бы сказать, мы проявлены вот в некой роли определенной. Мы эту роль для себя проявляем в каких-то действиях. Но мы на самом деле проявляем же разные роли. Вот у нас есть роль там ребенка, да, то есть мы родились, как бы вот в этой роли жили. На самом деле она в частичности и остается, даже если родители уже ушли. У нас есть роль там мужа, жены, есть роль на работе, какие-то роли, то есть и так далее. Вот эта роль определенная, как бы, которая наше «я» реализует в этом мире. Но оно же у нас есть, ну, как бы, оно гораздо более широкое, потому что мы здесь сюда являемся проекцией некой более многомерной сущности. И вот эта сущность, она на самом деле как бы вот раздвигает вот эти рамки своего восприятия, ну, играя разные роли. То есть, как бы, поэтому, если мы считаем, что те роли, которые у нас есть, это все, и больше ничего нет, никаких других возможностей, другие роли играть, ну, это вот как бы одна система восприятия. И человек как бы вот, получается, смотрит кино и себя отождествляет вот с тем игроком, который там играет какую-то роль, с тем героем, да, допустим. Но он же как бы как все равно наблюдатель здесь, да, то есть он может глубоко уйти в эту роль, особенно если вот сейчас есть фильмы там с дополненной реальностью, ты погружаешься, игры вот эти вот.
Но мы можем как бы вот оттуда отстраниться и сказать, вот я, это вот, который тот в зале смотрит, и есть вот герой, мы как бы разные вещи. А по жизни мы эти роли на самом деле воспринимаем себя как эту роль. И поэтому единственная возможность — это начать играть другие роли. Да? То есть, как бы, вот чем интересны семинары Бориса Евгеньевича и вот это вот эксперт-операторное взаимодействие, что там появляется возможность играть множество ролей, как бы проигрывать их за очень короткое время. И, соответственно, когда мы начинаем играть разные роли, у нас появляется вот эта вот многомерность, когда мы можем с одним человеком взаимодействовать, с другим, с целым группой людей через световые связи. И у нас открываются как бы вот эти вот как бы врата, в которые мы как бы в этот мир попали, они становятся все шире и шире. Да, мы, может быть, их не можем воспринять, потому что у нас как бы органов чувств нету. То есть мы не можем почувствовать, допустим, также себя, также другого человека, допустим, как самого себя, да, допустим. Но потихоньку вот это вот развитие, оно интересно тем, что у человека появляются вот эти характеристики биолазерности, и характеристики предвидения, и характеристики экспертности, да, то есть они потихоньку начинают развиваться, расширяться, и всего этого человек становится этим многомерным, ну, по своим действиям, и он начинает проявляться уже, ну, как бы на уровне даже стихий, да, то есть, как бы, вот, может быть, влиять на погоду, да, то есть можно влиять на мир, в котором ты находишься. Причем, если этот человек начинает ощущать свое единство с миром, да, то есть он начинает все шире и шире на самом деле воспринимать себя. Вот, то есть он не локальный, как бы вот только тело, которое, да, то есть он начинает быть, ну, как бы частью этого мира. Ощущение, как бы, то, что вокруг происходит, это тоже ты. И вот это вот как раз и самое интересное. Ну, мне на самом деле, помню, ну, никак не давалось, особенно в начале. Но никак я не мог ощутить, вот, говорят, подходит к дереву, давай почувствуй это дерево. Ну, как я могу почувствовать это дерево? Ну, дерево и дерево там, да, то есть, как бы, и только постепенно, как бы, вот, ну, начинало, как бы, что-то развиваться, и потихоньку, как бы, стало расширяться вот это вот восприятие. И видно, что это как бы механизм, инструмент, как вот это эксперт-операторное взаимодействие, он безграничен в своих возможностях. Но он не мгновенно, не так, что человек вот только был таким и вдруг стал совсем другим. Он как бы даже все равно человек волнами, он идет все больше этих качеств набирает, то вдруг у него вдруг все проваливается, тухнет, где-то вдруг он куда-то попал и начинает себя полностью отождествлять с тем миром, в котором он находится. Ну, в смысле, вот как бы, что он только есть вот это вот и больше ничего. Вот. Но самое интересное, что это такой увлекательный путь. И ты видишь, что то, что ты делаешь, начинает ну, проявляться в других людях, там, в других каких-то вот те же вот изделия, которые мы делаем, да, вот это вот там ментал и прочее, это же тоже вот часть вот этих технологий. То есть это же тоже вот возможность какие-то структуры сформировать и вот проявить их вот в таком вот изделии. Это изделие, кажется, ну что там, карточка и карточка, да, то есть как бы, но в силу того, что оно связано через вот эти многомерные связи и со временем, со структурами и так далее, то есть у него появляется очень много характеристик, которые мы иногда даже открываем через какое-то время. То есть люди начинают писать, что с ними начинают какие-то вещи удивительные происходить, когда они этим пользуются. Ну вот, например, даже вот эконорм карточка, да, казалось бы, вы ее делали для автомобиля. Сначала мы ее делали для того, чтобы снижать СО2 в автомобиле, то есть уменьшать выбросы. Потом оказалось, что люди, которые пользуются этими карточками, говорят, а я как-то лучше себя чувствую. Я кладу эту карточку себе в карман, а у меня сердце меньше болит. Там у нас, тогда мы начали дальше двигаться, чтобы развить это дело для людей. А вот сейчас у нас вот отзыв написал один товарищ Леонид из Иванова. Он говорит, а я, говорит, ее применяю для того, чтобы где вообще какое-то движение есть, я туда
направляю как бы вот взаимодействие с эконормом и вот это движение пытаюсь усилить. Например, документы надо продвинуть куда-то. Я, говорит, к структуре этих документов, как я их представляю, я, говорит, это привязываю карточку, и документы быстро проходят. Даже, я, говорит, так, что вот, допустим, ему надо эти документы передать какому-то человеку, он с ним договаривается, и они встречаются не у того человека, а они где-то там уже посередине дороги встретились и обменялись этими документами. Или, говорит, вот приходит рабочий ко мне к каким-то вопросам, что-то там надо решить. И в этот момент начальник звонит и говорит, вот нужен рабочий для того, чтобы что-то сделать. Я, говорит, сразу раз отправляю этого рабочего туда, куда надо. То есть как бы экономится время. И поэтому, когда человек начинает пользоваться вот этими структурами и картами для оптимизации чего? Собственного времени жизни. Потому что наше время – это тот ресурс, который мы все время на это тратим. И чем более эффективно мы его можем тратить, тем больше нам его останется для чего-то нужного. Чего без нас, например, никто не сделает. Потому что у каждого есть какие-то качества, которые бы очень кому-то пригодились. Если мы не можем эти качества транслировать другому человеку, или он не может их принять, то они получаются, ну есть у тебя эти качества, и что? Ну, дорабатывал ты их всю жизнь. И они никому могут не пригодиться. Ну вот поэтому давайте мы попробуем сейчас что-нибудь поконструировать. У нас тут замечательная такая площадка есть, да, вот где мы сейчас находимся. У нас у каждого есть возможность повзаимодействовать в рамках вот этой вот структуры ментал. Я не знаю, конечно, я, может быть, и не так ответил на вопрос Надежды, вот, потому что он слишком тоже многомерный вопрос, чтобы вот так на него взять и просто так ответить. Но поиграть с этими качествами мы можем. То есть, опять же, вот у нас есть вот замечательная такая группа, да, то есть сейчас. Ну, она периодически меняется, кто-то чаще приходит, кто-то реже. Но есть возможность нам организовать с друг другом взаимодействие. Так как мы все на расстоянии, мы можем организовать только световое взаимодействие. Мы можем обменяться светом, да, создать вот эти световые связи, которые бы нам позволили как-то выйти за рамки тех ограничений, которые у нас есть. Эти ограничения накладывали мы сами на себя, жизнь на нас накладывает и так далее, но мы попробуем их преодолеть. Может быть, это получится не сразу, потихоньку, но что-то можем сделать. Вот задачку мы уже поставили. Да, то есть вот где-то в далеком будущем есть замечательное вот качество связи человечества с миром, друг с другом и так далее. То есть как бы вот некий Эдемский сад, который сами же люди построили у себя на земле. А мы можем создать структуру, которая бы нам помогла бы в это будущее максимально эффективно двинуться. Да, то есть задача у нас из будущего есть. Мы через что можем, опять же? Вот у нас есть структура ментал, которая транслируется через... Есть структура бионет, которая тоже транслируется здесь же, через наш монитор. То есть у нас есть уже дополнительные связи, которые мы можем реализовывать. Кроме этого, у нас есть, опять же, вот инструмент, наше тело, которое светится. И оно светится у каждого из нас. Поэтому мы можем на уровне вот этих светов, опять же, повзаимодействовать. Каким образом? То есть вот у нас есть лучики, да, каждого пальчика. Мы эти лучики сейчас активируем, настроим пальчики, да, то есть прочистим эти лучики, представляем. И, кстати, вот как Алла говорит, и визуализация нам тоже здесь поможет. Мы, может быть, не все представим, но какие-то элементы мы можем представить. Поэтому вот мы представим, как мы лучик прямо вытаскиваем из пальца. Да? Это они удлиняются у нас и становятся такими вот длинными, световыми, такими вот. Даже не знаю, как сказать. Прожектора, скажем так, да, вот. Вот. И у нас есть вот сколько у нас вот множество людей. И у каждого такие вот лучики есть, да, то есть. Поэтому мы можем сейчас попробовать. Смотрите, у вас есть на экране, ну, кто за компьютером сидит, он видит много таких вот окошечек. Те, кто за смартфоном, там, по-моему, там
по-другому выглядит это, да, то есть как бы там 1-2. Но с кем, кого вы видите, с теми можете взаимодействовать. Здесь мы будем сейчас делать, что вы и одновременно и операторы, и эксперты. То есть, с одной стороны, вы экспертно пытаетесь послушать кого-нибудь, то есть вы выбираете вот на экране любого человека. Те, кто у нас не светит, экранчики не показываются, те то же самое делают, то есть они кого угодно выбирают, хоть экран темненький, хоть тот, кто видит мы этого человека или не видим. Тем, когда мы видим, нам проще, потому что у нас дополнительная обратная связь, и нам проще наладить контакт световой. Вот. И мы начинаем что делать? Мы начинаем плести из света, да, то есть как бы из света начинаем кружево. Вот вы видели когда-нибудь, как кружева плетутся, вот вологодские кружева? Там такие есть коклюшечки такие, их как бы человек берет и передвигает как-то вот каким-то странным образом. Если смотреть и не понимать, то есть совершенно непонятно, как он это делает, да, то есть как бы, но он как-то это делает, и получается замечательное кружево, красивое, великолепное, как бы узор, да, то есть вот такие узоры мы сейчас будем с вами плести здесь из света, да, то есть как бы, ну что мы будем строить? Мы будем строить нейронную сеть, которая у нас проявится потом в наших нейронах, в голове, потому что она нам повысит мерность. Да, то есть и одновременно мы обмениваемся вот такими вот возможностями по формированию этой сети. Да, то есть это вроде бы такая задача чисто ментальная, но с другой стороны она телесная, да, поэтому так как мы будем двигать телом. Но телом можно двигать руками, но можно, например, встать, да, то есть и подвигаться всем телом. То есть, как бы, кому как удобнее, потому что иногда, ну, мы только руками, как бы, один класс движения. Когда мы можем запустить, как бы, этот процесс еще и другие части тела, то смертность повышается. Поэтому те, кто могут встать и подвигаться перед экраном в полный рост, ну, приветствую, давайте сделаем так. Кто не может, может только сидеть и руками двигать. Двигаем руками. Кто не может и руками двигать, ну, просто сидит и наблюдает, потому что все равно процесс идет в голове и наблюдает, что там в голове начинает происходить. Вы, когда что-то вот здесь делаете, вы еще наблюдаете, как бы, как вот есть вот этот видимый мир, который мы видим друг друга и так далее, а есть еще вот этот невидимый мир, мир структур, мир каких-то еще картинок. Если вы можете параллельно наблюдать, да, то есть что происходит в этом мире, какие появляются, может быть, какие-то образы, какие-то картинки, может быть, это просто как какие-то орнаменты, может быть, еще что угодно. То есть вы все равно наблюдаете параллельно вот эти процессы, а потом о них нам расскажете. Сейчас мы... Поэтому если вот возникнет необходимость каких-то изменений, которые надо привнести в себя и, соответственно, отобразить во всем мире, то можно взять вот карту ментал и с помощью нее настроиться на вот это творческое начало, на творческое состояние. И, учитывая опыт вот нашего биосетевого взаимодействия через сеть, проявить в движении вот эту задачу и реализовать вот эту структуру, которая бы могла помочь вам в решении этой задачи. То есть что-то изменить в себе, то, что вам необходимо. Какие есть вопросы к докладчикам? У нас тут замечательно сегодня. Пока мы тут вот, как только начали, у нас тут 4 лебедя пролетело. Белых причем. Так что черных лебедей больше не будет, будут одни белые. Но у нас тут, мы говорили о 4 компонентах, да, вот, возможности взаимодействия на уровне ментального конструирования, что у нас нужен биосвет качественный, да, биокристалл чистенький и прозрачный, биолазер, возможность в этом кристалле накапливать свет и излучать, и биосеть, как 4-й компонент для эффективного ментального конструирования. И вот нам 4 лебедя, как бы вот, как знак правильности нашей встречи полетели
И красиво так прямо, вот такой полукруг прямо сделали вокруг нас. Как бы вот они с той стороны начали, потом как бы вот полукруг, и потом полетели вот в другую сторону. Можно ли подкладывать стопку? Можно подкладывать стопку светлиц, если есть необходимость. То есть все светлицы что-то привносят свое, они могут друг друга усиливать, поэтому не только одну. Сергей спрашивает, то есть процесс изменений в себе пошел? Ну да, то есть какой-то процесс запустился и будет еще дальше продолжаться. Можно наблюдать, что там будет происходить. Важно внимательно относиться к себе. Что будет происходить в теле, что будет происходить в голове, какие будут появляться мысли, состояния. Как раз видно, что сетевые эффекты работают. И те структуры, которые мы тут используем, они создают дополнительные возможности более близкого взаимодействия. То есть, в частности, Бионет, Ментал создают условия для соответствующей настройки. Большая просьба ко всем участникам: напишите свои впечатления в WhatsApp, в чате, в Бионете. Потому что многим будет интересно, тем, кто не смог присутствовать сегодня. Еще раз благодарю всех участников за замечательную встречу. Так что большое спасибо всем участникам. До новых встреч.